Всем привет! Это Андрей Панюшкин. Хочу поделиться с вами своим опытом. Вернее, даже не столько опытом, сколько, можно сказать, уже жизненной мудростью. Как вы, наверное, некоторые из вас знаете, я проработал большое время в информационных технологиях. Работал как наемный сотрудник, был учредителем и директором. Опыт у меня в этой сфере очень разнообразен, исчисляется десятками лет. Десятками, да? Ну вот, о чем я могу сказать? Например, о таком случае, значит, я был руководителем филиала компании «Открытые технологии». Это в середине 2000-х годов был ведущий системный интегратор и одна из самых успешных, самых больших IT-компаний в России. Я был руководителем филиала в Краснодаре. Открывал этот филиал с нуля, то есть регистрировал юрлицо, нанимал персонал, все делал с нуля. От и до. И у меня к тому моменту уже был опыт работы в IT и опыт открытия юридических лиц. Я к тому моменту уже был дважды собственник, дважды учредитель, дважды руководитель. Поработал к тому моменту уже несколько лет в другой IT-компании, в компании IT. Информационные технологии, так она называется. То есть, в принципе, был уже достаточно опытным, хотя и молодым человеком, 30-летним всего лишь. Страшно представить, это было 20 лет назад. Представляете, 20 лет назад. Обалдеть. Да, подпишитесь на меня и поставьте лайк, хотя бы за то, что я по-прежнему имею какое-то желание общаться, несмотря на такой свой уже серьезный средний возраст. Да, кстати, вы помните, что до 45 лет это молодежь. Я вот-вот скоро буду чуточку старше, чем многие из вас, наверное. Так вот, компания «Открытые технологии» принимала участие во множестве всяких маркетинговых мероприятий, в том числе в тех, которые проводили вендоры, то есть поставщики оборудования. Например, поставщики программного обеспечения Oracle и серверов Sun. Есть такая американская компания Sun Microsystems, в принципе, и Oracle тоже американская компания. И в Москве инженер, даже не столько инженер, а продакт-менеджер, специалист по определенному продукту из компании «Открытые технологии» познакомился с ораклистом, то есть специалистом по Oracle из Черномор Транснефти. В Новороссийске есть такое подразделение Транснефти, Черномор Транснефть. Вот, значит, эти два специалиста по Oracle познакомились друг с другом. И специалист из Черномор Транснефти, моему коллеге на тот момент, говорит: у нас куча проблем с Oracle, нам нужна техподдержка. То есть все, приезжай в гости, приезжай, поболтаем, пообщаемся и будем выходить на контракт. Для тех, кто не в теме, смотрите, все вот эти тяжелые программные решения, типа Oracle, у них там есть и Oracle One, но вообще логика в чем? Все серьезное, типа Oracle, SAP или железки серьезные, типа Cisco, это все ценой не только своим софтом, но и тем, что у тебя есть техподдержка, это как подписка на VPN.
у тебя есть техподдержка, и ты можешь, когда работаешь с этими большими тяжелыми решениями, написать в техподдержку вопрос, и тебе более компетентные специалисты помогут разобраться в ситуации. В противном случае ты, скажем так, один на один с этим продуктом, и зачастую при таких вот масштабных решениях разобраться самостоятельно не получается. Это не обязательно техподдержка, это опционно, но ее покупают большие компании как подписку. Соответственно, дальше сотрудники этих больших компаний могут связываться и быстро, и главное эффективно решать возникающие сложности. Потому что на основании вот этих вот решениях, на основе этих решений Oracle или, допустим, SAP работают такие серьезные организации, как Ростелеком или Мегафон, или, ну, понимаете, да, то есть там 7/24 все должно работать. И, соответственно, техподдержка при таких масштабах бедствия, ну, не такая уже и дорогая получается. Дороже, простое, дороже, если вот специалисты не могут разобраться. Короче, где-то там один услышал, другой сказал, мне вниз, в филиал, спускается, значит, соответственно, указивка. Встретить представителя продакт-менеджера по направлению Oracle и вместе с ним поехать в Черномортранснефть. Встреча типа договоренная уже, нас там ждут. Мягкий такой нежный контакт, уже горячий клиент. Тебе нужно только приехать, поторговать лицом и сказать, что да, у нас в Краснодаре есть специалисты по Oracle. И это правда, действительно были в филиале обучены специалисты по Oracle. То есть, если что, мы вам техподдержку можем оказать и тут на региональном уровне, и можем типа поехать, ну как бы эскалировать вашу проблему выше. Ну, короче, что мне делать? Я вот филиальная структура, вроде обо всем договорились, мне нужно просто на машине проехать туда-сюда. Все оплачивается, бензин, командировочный, все прекрасно. Мне просто для массовки. Ну и сказать, что у нас там все в Краснодаре есть. Сколько там, 150 километров от Новороссийска. Ну, Черномортранснефти в Краснодаре есть. Вот. Приезжаем. Подпишитесь на меня, напишите комментарии, какие у вас были случаи. Но вы сами понимаете, что дальше я буду рассказывать интересно. Значит, приезжаем в Черномортранснефть. Объект с пропускной системой, как сейчас помню, находится он в Шисхарис. Это район Новороссийска. Значит, приехали туда, нужны пропуска не готовы, как-то там связали с этим айтишником, ораклистом из Черномортранснефти, он такой выскочил, ой, сейчас все сделаем, в общем, пустили нас, мы не ждали. Приходим в IT-отдел, начальник нас встречает чуть ли не со словами, чего приперлись, что вам надо. Мы такие, опа, нормально. Мы же, соответственно, я к этому моему коллеге из открытых технологий из Москвы с таким же вопросом, типа, о чем мы сюда приехали, нас не ждут. А он к своему коллеге из Черномортранснефти, типа, ты же меня приглашал, вот мы приехали, обо всем созвонились, договорились. Но, видимо, этот молодой человек из Черномортранснефти, который специалист по Oracle, он, видимо, то ли не сказал своему начальнику, то ли как-то преувеличил готовность принять нас. В общем, он, слава богу, сказал, что мы не просто так появились, а по его приглашению. Но как-то быстро сдал в тину. И нас оставил один на один с этим начальником IT-департамента. А он чуть ли не в ранге замдиректора Черномортранснефти. То есть позиция серьезная.
мы начинаем, ну, то есть уже прием такой, мягко говоря, ледяной. Я, соответственно, кратенько рассказал о том, что у нас тут открылся филиал в Краснодаре, у нас там специалисты по Oracle. Меня там, ну, чуть ли не одергивают, и типа, да мне не интересно, чего приехали. Ну, в общем, не идет на контакт человек в Транснефти. И мой коллега из Москвы, видимо, чувствуя то, что он ответственен за это все мероприятие, начинает IT-директору, начальнику этого департамента айтишного, начинает ему, ну, с таким с легким наездом, типа, да вот этот ваш коллега, парень этот пригласил нас, да мы приехали, да он нам рассказал, что у вас 100-500 проблем в Черномортранснефти. И тут взрывается этот айтишник, и чуть ли не матом начальник. Да нет у нас никаких проблем, да это вы все придумали, да не мог он такого сказать. Нас, ну вот-вот и побьют, буквально. Ну то есть, видимо, проблемы действительно были, и как бы на больную мозоль наступили. В общем, ситуация накаляется очень быстро, и в течение чуть ли не получаса нас там почти бить готовы за то, что мы оскорбляем их IT. Я сижу, думаю, как вы вырулить из этой ситуации. И в конце концов, они там между собой спорят, я сижу, внимательно слушаю. И нащупал я какие-то болевые точки в рассказе этого айтишника, когда он, начальника, когда он рассказывал, как у него все хорошо. И начал ему предлагать какие-то варианты, которые, ну, вот мы можем сделать бесплатно. Типа триала. То есть давайте вы попробуйте с нами поработать. Если вот типа нужно будет, то на платную подписку перейдем, а если нет, то останемся просто друзьями, потом пригодимся как-нибудь. И представляете ситуацию, вот у нас чуть ли не драка в начале, и встреча была не сильно подготовлена. Ну, то есть меня-то просто взяли чуть ли не как водителя. Обо всем должны были договариваться в Москве, по идее, раз это уже был прогретый контакт. Началось чуть ли не с драки, и по итогу мы 2 часа, наверное, разговаривали. В конце концов пришли к тому, что я потом еще несколько раз туда приезжал. Как сейчас помню, путем переговоров договорились, это я уже вел переговоры без всяких москвичей. Вот, да, и мой коллега из Москвы и не горел желанием еще раз приезжать в Новороссийск. Вот. Ну, он человек одаренный, глубоко погруженный в Oracle, он был не готов к такому южному темпераменту. А я туда несколько раз ездил. К чему я дошел с Черномортранснефтью? Первое. Мы заключили контракт на техподдержку на Oracle. Это десятки тысяч долларов в год. Второе. Мы заключили контракт на поставку серверов Sun Microsystems. Это под 100 тысяч долларов, потому что им нужны были мощные сервера, отказоустойчивые. И третье. Самое маржинальное. Оказывается, у этого Черномортранснефти у них был самописный, ну, самодельный софт, то есть программное обеспечение. Им никак не удавалось состыковать этот софт, который они где-то там чуть ли не сами на коленке написали, с базами данных и с серверами. И мы заключили еще и контракт на доработку шлюза между Oracle и их софтом. И это вот чисто, ну, то есть техподдержка, открытые технологии на техподдержке просто зарабатывают процент.
Ну, как перепродажа, по сути. А вот доработка программного обеспечения, написание шлюза между их самописным софтом и Oracle, да еще на сановском сервере, это чистый доход, чистая маржа компании открытой технологии. Я считаю, что это одна из самых, таких ярких моих побед. То есть мы начинали с конфликта, не по нашей вине. Может быть, нашей вины там было чуть-чуть всего лишь, просто. Мой коллега из Москвы, он не ожидал того, что это настолько будет непроработанная встреча. И поэтому продал мне эту встречу как готовую на 100%. Так вот, начинали мы с конфликтной ситуации, а вышли на несколько контрактов и долгосрочное сотрудничество с Черномортранснефтью. И я считаю, что это на 95% моя победа, потому что я вырулил это путем переговоров, снял этот конфликт и потом доиграл этого клиента до нескольких повторяющихся продаж. Естественно, мы все туда выполнили, поставили, даже, по-моему, благодарственное письмо получили от Черномортранснефти. Все им понравилось. Такая история, как путем переговоров можно поругаться и все. А можно увидеть, почувствовать, что раз клиент так будущее реагирует, значит у него действительно на больную мозоль наступили. Все, всем спасибо, подпишитесь, поставьте мне лайк.